Чундрик. Дорогая, вопрос от меня. Да. Как не принимать все на свой счет? Ответ на самом деле очень простой. Раз и навсегда надо уяснить в себе, в голове, прям поставить такой барьер, и за который стараться за эти буйки не заплывать, да? Смотри, значит, когда человек что-то говорит о тебе, не нравится, что этот человек говорит о тебе, не суть, что это имеет к тебе вообще какое-либо отношение. Значит, смотрите, все очень просто. Причин много. Во-первых, человек может не знать вас. Как часто встречаются в вашей жизни люди, которые, не зная о вас ничего, иногда даже не зная ваше имя, вдруг начинают вас учить. Я на таких людей сразу смотрю, вижу, что они не в потоке, что у них не открытое сознание. То есть, по идее, обо мне что-либо знать из энергетического пространства, информационного поля они не могут. Соответственно, это просто сидит человек, которому делать нечего, и который обо мне всякую фигню несет. Я должна его слушать? No. Я не принимаю это на свой счет. Иногда бывает так. Человек что-то со своей стороны себе придумает и говорит мне, что я вот это вот как раз и имела в виду. Ты меня не знаешь. А раз не знаешь и несешь такую чушь обо мне, это значит, это твои проблемы. И значит, это что? Правильно, не моя проблема. Поэтому, соответственно, вообще не принимаем это на свой счет. Я вам даже больше скажу. Очень часто люди судят о вас по своим собственным меркам. А теперь вопрос. Эти мерки имеют к вам отношение? Нет, вообще никакого. Очень простой пример. Будем смеяться. Я, значит, ехала к моей любимой Джулии и пила по дороге витаминную воду. И по какой-то причине крышка этого стакана, она заклинила. И я знаю, что вымыть-то эту воду надо, потому что на следующий день она будет уже ужасная. Это вода, а стакан-то пластиковый, а это все пластик же впитает. И вот для меня было жизненно важно, чтобы не выкинуть стакан, потому что он мне дорог как память о другом хорошем человеке. Надо было открыть, а крышку заклинило. Я минут 15 и туда, и сюда, но не могу открыть, и все. Плюнула, ушла, думаю, потом открою или Юльчика попрошу открыть. На следующий день смотрю, этот стакан открытый, лежит уже в моей дорожной сумке. Ну, в смысле, не открытый, а закрытый. И я Юлю спрашиваю: Юль, солнце мое, помнишь, да? Значит, спрашиваю: а ты открыла стакан? Юль поворачивается ко мне. Не с обиженным, конечно, тоном, но с таким наездом. Ты вот правда думаешь, что я положу грязный стакан тебе в дорожную сумку? Я ей опять второй заход. Да я не об этом, я про то, что ты открыла стакан. Ну а ты как думаешь? Я такая, ну блин, я просто вчера не могла его открыть. То есть ты его открыла и помыла. Ну, конечно, я помыла. То есть, видите, два человека, которые знают друг друга очень хорошо, очень близкие друзья, родные души. Один человек смотрит, значит, со стороны своей. Я помыла. А я-то ее не спрашиваю, помыла она или не помыла. Я знаю, что помыла. Я-то спрашиваю: а ты открыла? Как ты открыла? Потому что я-то не смогла открыть. То есть понимаете, как оно часто бывает в отношениях даже очень близких людей, которые родные и близкие. Мы иногда в одной и той же ситуации говорим на разные темы. А теперь вопрос, это имеет к вам отношение? Нет. Человек, который что-то брякнул, имел это в виду? Нет. Возможно, он вообще говорил о чем-то другом. Возможно, человек даже говорил о своем, как я. Я не смогла открыть, поэтому очень удивлена, что ты открыла. А не о том, что ты вымыла. Я знаю, что ты у меня еще тот ракун-полоскун, все на свете надо вымыть. Поэтому вот оно так в жизни бывает. Перестаньте обращать внимание на все, что вам не нравится, то, что люди говорят о вас. На всякий случай делайте тест. Например, кто-то что-то вам сказал о вас нелицеприятное. И вы делаете такой небольшой чекаут. Значит, мне неприятно, потому что во мне это сидит как проблема, но если у вас этой проблемы нет, она у вас не сидит, значит, просто человек вас не знает. И не надо все это
принимать на свой счет. А если вдруг вы с помощью чего-то нелицеприятного обнаружили в себе проблему, так вообще поблагодарить человека надо. Сказать: спасибо, что ты сказал обо мне гадость. Почему? Потому что это помогло мне о чем-то задуматься в этой жизни. Соответственно, давайте пытаться рассматривать слона со всех сторон. А то получается иногда в жизни так. Один видит хобот, а другой жопу. Соответственно, перестаньте все жопы в своей жизни обозревать и начинайте уже обозревать все. Потому что жизнь прекрасна, уникальна и великолепна, и не надо ее тратить на раздувание каких-то негативных потоков в вашей голове только за счет того, что какой-то идиот вам сказал, даже не зная о вас что-то. Потому что я в потоке, я открытая, я считываю с людей информацию, и то иногда уточняю, а иногда просто предпочитаю не копаться, да, в чужих заморочках. Потому что это тоже расход энергии. И, соответственно, вы понимаете, а ведь таких людей-то, как я, немного. Пока до этого дойдешь, я извиняюсь, вплавь пешком до Китая проще добраться, чем выйти на этот уровень. Соответственно, а люди попроще, откуда же они знают вас? Они вас не знают. Поэтому, надеюсь, я вас убедила не брать ничего на свой счет. А проще всего просто отметать. Отметать. Человек брякнул что-то, ваши проблемы. Вы меня не знаете. Я знаю, что это во мне не так, чекал. Помните, да? Да, я знаю, что со мной все так. Замечательно. А если что-то не так, спасибо тебе, дорогой, дорогая, что вы мне указали на то, с чем мне можно поработать и стать еще более прекрасным человеком, потому что это и есть наша жизненная цель. Постоянное повышение нашего уровня развития, а не понижение. Когда мы начинаем обижаться, знающие люди что знают? Правильно, это блок. Зачем нам блок? Не обижаемся. Не можем разобраться, хотя бы просто надо послать все это дело подальше от себя. Все, люблю, целую, пока-пока.